Приветствую всех на моем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Сегодня расскажу вам подробно про мой ежемесячный уход для орхидей. Есть у меня уход еженедельный, который обязательно провожу за орхидейками, куда входит больше полив, наверное. А ежемесячно я провожу им опрыскивание, протираю листы, вымываю все вазоны. Иногда это делаю ежемесячно, иногда приходится это делать почаще, видите, потому что водичка испарилась за недельку. И на вазонах образуются вот такие белые полосы от воды. Вот их надо хорошенько все вымыть. Вот эти полоски, вот эти вазоны. Поэтому проведу сегодня уход вместе с вами и расскажу подробно про мой уход за орхидеюшками. Здесь обзорно стоит часть моих орхидей. Вот эти вот последние отданные мне реанимашки. Смотрите, они в стадии роста. Посмотрите, как быстро сейчас пошли расти корни. Я вам показывала, что я делала для того, чтобы нарастить корни. Вот пошли растить корни. Сейчас покажу еще третью. Вот эту орхидеюшку, видите, также корешки в стадии роста, то есть орхидейки мгновенно, очень быстро стали наращивать корни. То есть та подкормка, которую я ей применила, очень понравилась. Есть вот эти мои реанимашечки, орхидеюшка, которые я разделила. Вот пересаженные совсем недавно, вместе с вами пересаживали каоду. Также вот феррара, который недавно пересаживали, и на ее примере я снимала видео про первый полив орхидей после пересадки. Ну и вот, как я говорила, цветением я не дорожу, я понимаю, что, скорее всего, орхидейка его сбросит. Кстати, хочу сказать про цветоносы. Мне кто-то говорил, зачем вы их обрезаете, пусть они будут. Мой принцип: я обрезаю старые цветоносы. Покажу, наверное, уже просто не в первый раз. Смотрите, вот цветонос у орхидейки замер. Вот оставленный первый цветонос, точнее, вот был оставлен сначала вот этот цветонос, но орхидейка начала наращивать второй цветонос. И вот смотрите, сейчас она растит третий цветонос. Вот почему я всегда обрезаю вот эти цветоносы, чтобы у меня даже не стояли вот эти вот палки. Понятно, что на них можно получить цветение. Мне не нравится повторное цветение конкретно у моих орхидей в моих условиях. Поэтому я обрезаю все-таки вот цветоносы и получаю новое цветение. Поэтому сегодня вот этот старый цветонос, который у меня стоит полгода вообще бессмысленно, я его наконец-то обрежу. Такой же хочу показать вам пример. Сейчас найду свою орхидейку. Вот это, без названия, с восковыми такими классными цветами. Помните, я вам показывала, что у нее растет завернутый цветонос. Вот он. Вот у нее растет, точнее, оставленный старый цветонос. И что вы думаете, она дала цветение на этом старом цветоносе? Нет. Вот, орхидейка растит новые. Вот, сейчас под листиком подлезу. Вот орхидейка растет, новый цветоносик. Поэтому вот эти палки надо обрезать. В моем, опять же, подчеркну случай, у кого-то есть шикарное цветение, повторное, на старых цветоносах. У меня нет, у меня орхидеи, даже имея оставленные цветоносы, все равно выдают новые цветоносы и цветут на новых цветоносах, поэтому оставлять старые не буду. Кроме того, вот это моя новая орхидейка Tropical Dreams, видите, уже есть такой завядший букет, точнее бутон завядший, увядший. Вот цветочек завял, мы его обязательно обрежем. Ну, то есть проведем также обработку цветоносов. То, что надо, будет обрежем. А смотрите, леодорка. Она уже 3 цветочка распустила, у нее будет пышное цветение. Видите, вот еще бутоны есть, вот еще одна отдельная веточка, которая тоже бутоны. И напомню, это орхидейка ароматная. Конечно, сдалека аромата я так не чувствую, но если к ней подойти поближе, аромат у этой орхидейки есть, причем именно аромат парфюма. Сюда я не ставила орхидейку, которую пересаживали в прошлый раз, потому что ее сегодня еще рано поливать. Ну, в общем-то, не все орхидейки ставила. Первое, с чего я начну сегодня уход, это обрежу ненужные цветоносы. Ну и давайте сразу с этой же орхидейки начнем моей. У нее, как я вам рассказывала, закрученный цветонос. В общем-то, мучился этот закрученный цветонос полгода. Ничего из него не получилось, и в конце концов я его просто обрежу, даже чтобы орхидея не тратила на его силы. Потому что, видите, кончик пришлось срезать, так как я его пыталась вытащить, конечно же, поломала. Ну, если он и даст на единственной вот здесь почке цветонос, ну, там никакого цветения хорошего не будет. Раз цветонос, и вот второй цветонос я также сейчас обрежу. Как я рассказывала,
цветоносы обрезаю максимально близко, насколько могу долезть до основания, чтобы не было потом некрасивых таких сухих пеньков. Все, 2 цветоносика я обрезала. Но я знаю, что у меня здесь растет, как я вам уже показала, вот еще 1 цветоносик. Поэтому будем ожидать цветения. Далее, вот у меня есть вот эта орхидеюшка Реанимашка из последних, которые мне отдали. И видите, она стала расти цветоносик на старом цветоносе. Это отлично, я хотя бы узнаю, как она цветет, каким цветом. Вот поэтому очень хочу дождаться. Кстати, вот эти вот свои 3 орхидейки Реанимашки, которые я спасала от засухи, корни в стадии роста, я их буду совсем скоро пересаживать, потому что, как я говорила, я люблю пересаживать орхидеи, когда они в стадии роста. Видите, корни пошли растить, растут листочки, и у тех 2 орхидей тоже, поэтому как раз лучшее время для пересадки. Единственное, может быть, вот это конкретно растение трогать не буду, потому что здесь вот оно готовится цвести, а те 2 пересажу. Далее у меня есть дикий кот, который после падения сбросил цветение. Это вот реакция на стресс. У меня спрашивали, почему орхидейка может сбросить резко цветы. Ну вот у меня это произошло от того, что произошло падение. И вот сейчас я эту орхидейку буду пересаживать. Когда пересажу, потом посмотрю, наверное, обрежу вот эти старые цветоносы. Пока пусть останутся, может, они мне понадобятся во время пересадки, чтобы лучше разместить орхидейку. Такое тоже бывает. Далее. Вот это моя орхидея, которая экспериментально посажена в керамзит. Вот она растет в керамзите. Я вам показывала, что мохом обложила сверху, потому что керамзит мгновенно пересыхает. У нее этот цветонос стоит также с момента покупки, когда она отцвела. Вот она занесла мне тогда мучнистого червеца, поэтому пришлось также распрощаться с цветением. И вот тогда я 1 цветонос обрезала, а 2 оставила. Также стоит этот цветонос палкой много-много месяцев, и ничего не происходит. Поэтому я его сейчас также обрежу. Вот, все. Ну и мои постоянные зрители знают, что я цветоносы обрезанные не выбрасываю. Я их использую для своих экспериментов. В частности, я провожу эксперименты, как получить детку на срезанных цветоносах. Ой, уже много всего перепробовала. Из удачных есть на канале такие видео, как получить детку на цветоносах. Сейчас пробую другие методы. Обязательно попозже всеми способами поделюсь, именно работающими способами. Ну и тогда же буду рассказывать, какие методы или какие способы, что не сработало. Заодно расскажу, чтобы тоже было для опыта. Чтобы уже на моем и удачном опыте учились, но и в то же время на моем не очень удачном опыте также учились. Дальше у меня вот эта орхидея Tropical Dream. Вот я вижу у нее 1 завядший бутон. Оп, мы его убираем. Все, больше здесь обрезать получается нечего. Убираем. Кто же у нас еще получается есть с цветоносами? Кому мы их еще не обрезали? А вот моя маленькая орхидеюшка Реанимашка, которая в этом году впервые даже зацвела. Она цвела таким бархатным, глубоким фиолетовым цветом. Она маленькая совсем, видите? Само растенице, даже само маленькое. Смотрите, какой тоненький был цветоносик. И, конечно, ну какое повторное цветение на этом маленьком цветоносике. И так молодец. Поэтому этот цветонос я обрезаю, и он очень никакой, чтобы даже получать на нем детку. Поэтому я его просто выброшу. Ну и вот давайте перейдем еще к моей белой орхидеюшке, у которой, как я говорю, раз цветонос, 2 цветонос, но вот этот я оставлю, ладно, и растет вот 3-й цветонос. Ну вот этот старый самый цветонос. Так, вот, смотрите, какой классный, добротный старый цветонос. Вот для эксперимента он мне подойдет идеально. Все, на белой орхидеюшке остались только 2 новых цветоноса, которые еще ранее не цвели. Визуальную обработку провели, посмотрели, в чем нуждается какая орхидейка. Это очень важно для того, чтобы потом использовать удобрения для них. Теперь самая большая часть моего ухода, то, что я больше всего не люблю и занимает очень много времени. Это надо взять все кашпо, их перемыть. Хорошенечко их вымыть. Все, вазончики у меня чистые, старую водичку я уже слила. И теперь приступлю к поливу. Как много раз говорила, набираю лейку теплой отфильтрованной воды.
сегодня свои орхидеюшки, которые не цветут, не цветущие. То есть вот кроме Леодорки и Tropical Dream, вот кроме этих двух орхидеек, я буду поливать японским удобрением. Феррару также пролью японским удобрением, почему много раз объясняла. Орхидеюшка пересаженная, у орхидеи есть проблемы с корнями, поэтому мне важнее само растение, нежели цветение. За цветение я не держусь. Если у вас цветущая орхидея, тогда не надо ее поливать ни удобрениями, ни подкормками, потому что это может способствовать тому, что орхидея сбросит цветы. Ну вот как на этих двух орхидейках я применять удобрения не буду. Пролью простой отфильтрованной теплой водой. На всех остальных орхидеях я буду использовать японское удобрение. Итак, на 750 мл я беру 5 капелек этого удобрения. Я про него очень много уже рассказывала, показывала. На канале есть отдельное видео про это удобрение, как применять и для чего. Скажу так, результат мне нравится, я им пользуюсь. И очень хорошо, что даже при передозировке это удобрение не оставляет ожогов на корнях, как это может быть с другими удобрениями. Вот таким образом покажу на этой своей реанимашечке. Проливаю по краю горшка. Вот так. Медленным-медленным напором, чтобы водичка стекала вниз. Вот таким образом. Видите, она на дне уже наполняется. И я где-то наполняю на середину, до середины горшочка набираю водичку. Вот так. Все, этого достаточно. И таким образом у меня эта орхидейка будет стоять, пока я не полью все остальные орхидеюшки. Хотела просто обратить внимание, показать, смотрите, как классно. На старых корнях стали сбоку отрастать вот новые молодые корешки. Здесь смотрите, какой старый страшный корень. А на нем вот один маленький корешок начал расти, и вон там другой маленький начал корешок расти. Так классно, как вот здесь и вот на этой орхидеюшке то же самое. Видите, на старых корешках начали отрастать маленькие корешки вот такие. Обязательно буквально на этой и следующей неделе сниму видео, расскажу вам про это чудо-средство, как быстро нарастить корни орхидеи. Реально корни пошли расти просто щеткой. На этих орхидеях вижу. То же самое проводила на своих реанимашках, и там пошли тоже расти корни. И вот таким образом я сейчас буду проливать все свои орхидеюшки. Совсем недавно показывала про уход за орхидеей в керамзите. Вот здесь добавила мох, потому что керамзит очень-очень быстро просыхает. И тоже вам хочу показать, как наросли корни. Вот там корешок, ну вы видите, растет. Но вот смотрите, самое интересное, вот на старом корне стал расти новый корень. Кстати, эту орхидейку также проливала для наращивания корней. И орхидеи в керамзите мы поливаем точно таким образом. Тонким напором воды, чтобы хорошо промочить верхний грунт. Вот так, чтобы и намочить мох. Ой, пролила немножко, ничего страшного. Вот таким образом заполняем вот этот горшок. Наливать водички я буду где-то на половинку тоже. Вот так все орхушки сейчас у меня стоят. Пролила их, и вот они у меня сейчас стоят по методу замачивания орхидей. И пока они у меня так постоят, буквально сейчас за 10 минут я протру все листики, потому что вот на них собирается пыль. Вот это видно все, поэтому сейчас беру водичку. В принципе, можно в нее добавить янтарную кислоту, для того, чтобы орхидейкам поддержать и тоже напитать. Но сегодня я буду протирать простой водичкой, без добавления всяких подкормок. Вот таким образом смачиваю ватный диск, можно любую удобную тряпочку взять, главное, чтобы она не оставляла ворсинок. И протираю. Протираем обязательно мы листы с двух сторон, и снизу, и сверху их протираем. Почему я не использую янтарную кислоту? Потому что недавно я проливала, кстати, свои орхидеи с добавлением янтарной кислоты. И чтобы не переборщить слишком ни с удобрениями, ни с подкормками, тоже не надо, что очень много не есть здорово. Поэтому сегодня я протру просто орхидейки с целью убрать пыль, которая есть на листах. Ее обязательно надо убирать, чтобы орхидейки лучше питались, чтобы орхидейки лучше себя чувствовали. Кроме эстетики, это и здоровье наших орхидей. Так, вот эту орхидеюшку опять показываю, да, в которой вот корни растут прямо из старых корней. И вот смотрите, начал расти листик. Скоро она у меня будет пересажена, совсем-совсем скоро.
И так вот я протру, сейчас быстренько пройдусь все свои орхидеи. Всю водичку я уже слила и подготовила опять же простую отфильтрованную воду для того, чтобы орхидейки налить на дно кашпо. Как я говорила, орхидейки у меня все содержатся по принципу мокрых пяточек. И поэтому вот сейчас на дно горшка, точнее кашпо, я налила водички. Вот видите, я водичку наливаю ровно до горшка по уровню. И таким образом сейчас заполню все свои кашпо. Вот такой уход за орхидейками у меня сегодня получился. Вот эту орхидею я все же не поливала, так как прошло совсем немного времени с момента ее полива. Она у меня просто вот как стоит на мокрых пяточках, так и стоит. Все остальные орхидейки, листики протерла, они, я вижу, аж заблестели. Пролили, очистили от ненужных старых цветоносов. И сейчас я их верну обратно. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока!